Крионика – это эксперимент. Мы в Фениксе, это очень приятный город. Новой парадигмой, новой культуры, там может метакультуры. Я думаю, что победит Пушкин. Заморозил хоть живого человека, разморозил, он жив пошел. We don't guarantee anything. I actually signed up Maddie. She is the youngest member of cryonics in our family. It's just money. Культурная задача – это задача метамодернизма, а может быть постметамодернизма. А вообще после метамодернизма идет один сплошной трансгуманизм, потому что все остальное Что бы мы ни делали в нашей жизни, нас ждет смерть. Это трагическое обстоятельство судьбы человека. Мы любим, мечтаем, стремимся, желаем. А потом вся наша жизнь превращается в пустыню, в пустоту, в ничто. Это чудовищно несправедливо для человека. Это постоянное, ежедневное, ежемесячное, ежегодное движение к смерти. Конечно, в счете пустыня. С этим надо бороться. На то мы и разумные существа, чтобы попытаться победить смерть. Давайте я объясню, что такое крионики. И для этого нам нужно ответить на такой вопрос. А что, собственно, самое главное в жизни человека? И самое главное в жизни человека – это то, что он делает. Почему он это делает? Получается ли у него? И может ли он прийти туда, куда он хочет прийти? И каков бы ни был ответ на этот вопрос, вряд ли этот ответ заключается в том, что человек хочет превратиться в ничто. И чтобы его все планы были разрушены, идеи были разрушены, чтобы ничего не было. Конечно, возможно, есть такие люди, но быстрее всего, что нет. Не большинство. И вот за этим важно, которое мы хотим достичь для себя, есть базовые условия. Мы должны оставаться в живых. Но жизнь так не устроена, и жизнь распоряжается нашей судьбой абсолютно по-другому. То есть, какие бы планы мы ни поставили, мы умираем. Умираем неизбежно. И тогда это огромное противоречие, огромная несправедливость, что мы умрем, несмотря на то, что у нас совсем другие идеи. И крионика – это часть ответа на вопрос, а что с этой проблемой делать? Что делать нам с самими собой, с нашими желаниями, с устремлением в будущее? Идея крионики – остановить время. Остановить разрушение, которое влечет за собой умирание, с надеждой на то, что технологии будущего восстановят жизнедеятельность организма. И прежде всего крионика – это этическая позиция, даже не технологическая, хотя и технологическая в том числе. Если мы сомневаемся или говорим, что крионика невозможна, то есть восстановить жизнедеятельность невозможно, это синонимично высказыванию, что научно-технический прогресс остановится. То есть в какой-то момент мы упремся в какой-то предел понимания человеческого мозга, создания технологий манипуляций с молекулами и атомами, когда мы не сможем решить задачу восстановления функционирования органов, и в том числе головного мозга. Но пока у нас нет оснований так думать, что научно-технический прогресс может остановиться. Тут просто взял, встал и натолкнулся на какие-то пределы. Известные на сегодняшний день пределы, куда не может вторгнуться прогресс, это физические законы. И восстановление жизнедеятельности органов и крупных биологических объектов не предлагает нарушить какой-либо физический закон. Крионика предлагает расположить примерно, как было, молекулы в пространстве, которые создают нереальную ткань, которая в свою очередь создает сознание. И если у нас есть модель сознания, если у нас есть манипулятивные методы, то мы можем это действовать. То есть крионика – это эксперимент. Это отправка себя, своего тела в будущее, к тем ученым, технологиям и к тем идеям, которые будут в будущее, чтобы ожить. И вот здесь, почему я говорю, что крионика – это этическая позиция, здесь самая главная идея – отправить не только тело, но и идеи восстановления, идеи гуманизма.
Потому что еще очень важно, чтобы в этом далеком будущем кто-то хотел тебя восстановить. И вот если наш гуманистический потенциал, вектор будет нарастать, ну, вот именно сила гуманизма будет нарастать, то гуманистический вектор, устремленный в будущее, а именно повышение ценности жизни людей, тогда будут развиваться технологии заморозки, разморозки, сохранения, регенеративной медицины. И вот задача крионики как этической позиции вот доказать всему миру, что жизнь человека очень-очень важная вещь. Ну, не только крионики, в целом трансгуманизм, в целом, то есть это все взаимосвязано. Мы в Фениксе. И это очень такой приятный город, большой, 1 600 000 численность населения. Это столица кактусов Америки. Здесь огромные кактусовые поля. И мало того, это еще и столица микропроцессоров. Здесь компания Intel с 10 миллиардами долларов инвестиций. Здесь TSMC, основной производитель микропроцессоров. Здесь много технологий. И хорошая инфраструктура, у власти республиканцы, соответственно, хорошие дороги, медицинское обеспечение. Ну и сам Феникс – это символ возрождения, сама птица Феникс, которая возродилась из пепла. Ну и, конечно же, здесь крионическая компания, где бы ей быть, как не в одном из самых жарких штатов, и в штате Фениксе Возрождения. И если вы настоящий крионист, то должны жить вы рационально жить в Фениксе, потому что мало ли что с вами случится, тут же приезжает бригада, вас отвозят, накачивают криопротекторами тело после получения свидетельства о смерти и впоследствии замораживают. В любом другом штате это будет всегда делать сложнее. И поэтому это, можно сказать, сердце крионики, а может быть и трансгуманизма, потому что она настраивает на рациональную жизнь. Значит, я приехал сейчас в Феникс, будет конференция по Алькора, посвященная 50-летию, ну и вот задачи, в том числе и технологические задачи крионики, о которых мы поговорим отдельно и много с участниками конференции. Но вообще очень странно, что я, будучи крионистом, мне сам на себя удивляет, что я тут только сейчас приехал, потому что тоже очень много каких-то задач. И у меня важные задачи. Это и подборка, это тоже комбинированный подход в старении, сбор там различных баз данных, проведение экспериментов, популяризация нашей науки. Вот мы, кстати, книжку написали о панлонгевите. Да. И ты всегда выбираешь, какая задача лучше. Но мы исходим из того, что надо делать все. И борьбу со старением, и крионику. И странно, конечно, что я здесь первый раз, потому что, ну, значит, какая-то, надо еще больше. У крионики мало welcome. То есть мало конференций, мало рекламы и так далее. Что даже я здесь первый раз. Это на самом деле удивительно. Значит, я хочу заключить, конечно, криоконтракт. Для меня он дорогой. Там вроде, я точно не знаю, 300 000. Но если это можно через страховую компанию сделать и платить по $100 в месяц, то для меня это окей. Это было бы очень хорошо. Я с удовольствием заключу и одену жетон Алькора себе на шею. Жетон — это в случае смерти, там написано: звоните по таким-то телефонам, приедут, заменят кровь на криопротекторы и отвезут в Алькор в жидкий азот. Конечно, я не хочу этого. Конечно, у меня нет стремления оказаться в сосуде Дьюара. Но у меня есть стремление повысить ценность жизни и на всякий случай подстраховаться. A transhumanist society of people, or let's say the culture, is exceedingly diverse and transdisciplinary. There's certainly scientists and technologists, but there's philosophers, artists, writers, engineers, nanotechnology experts, medical doctors, and the list goes on and on. So each one in the movement has their particular area, focus of skill and expertise. But generally, if I had to say a number, I would say in the hundreds of thousands of people. I think that the reason why cryonics is still something that's considered a little bit unnatural or too maybe futuristic is because that's human nature. We don't like the unknown. We want to be proven that something works before we'll try it. But just imagine, if we had that mindset, we would never have gone to the moon.
We would never have flown an airplane. We would never have created a vaccine. So there has to be a sensibility amongst people that are natural explorers, that aren't afraid of the unknown, and those are largely transhumanists, and a great portion of those are cryonicists. Like, we are all actively dying right now. So it's something that most people get, I guess, comfortable with at an early age. You get into that frame of mind where you're like, all right, I'm going to die, and that's what's going to happen. It's inevitable, and you force yourself to cope with it. And people do that in different ways. Majority of the world copes with religion, right? And you know, they believe that there's an afterlife and will be able to continue on after this, because essentially what they want is immortality. They want to live forever. Everyone does, right? So yeah, I mean, as far as me, as someone who is, I mean, I'm an atheist, right? I was in a position where I was like, okay, we're dying. This is a problem that we have to solve, even though a lot of people don't even consider it a problem yet. And we just have to take a very logical approach to that. And I mean, the thing with cryopreservation, I mean, compared to artificial general intelligence or colonizing Mars, I mean, we're talking about being able to feasibly cryopreserve slightly more complex and larger organs than we have in the past. I mean, this isn't a tall order, right? Like, this is an engineering problem. And the fact that there's no FDA regulations, there's no hoops that we have to jump through. I mean, the more money that goes into this field, the faster it's going to get solved. So it's yeah, I mean, it's just a no-brainer. It's just something we have to solve, right? It's work that has to be done. Когда я говорю об этической позиции, вообще, что такое этика? Этика – это ответ на вопрос, всего один вопрос. Что такое хорошо и что такое плохо? Крионика вместе со всем продлением жизни говорит, что жить хорошо, умирать плохо. Все. Быть мертвым плохо, говорит крионика. И это большая ценность, и многие кто разделяют. Но мы хотим, чтобы разделяли в большей степени, чтобы активно действовали. Чтобы не просто сказали, вот человек идет там по полю, хорошо, что они живы. Но этого мало. Мы должны позаботиться о том, чтобы они были живы. Это вообще одна из факторов продления жизни, сколько людей заинтересованы в твоей жизни. И эта заинтересованность в других людях – это вообще основа крионики. Потому что если заморозить, если после твоей смерти никто не заинтересован тебя разморозить, то никто этого не сделает. И вот это быть нужным – это идеология, которую необходимо реализовать. We are both members of Alcor. I started as a member about 25 years ago. And basically, I heard about cryonics when I was about 13 years old in a magazine contest. And I was thunderstruck. I just could not believe such a thing existed. I'd never heard of it before. So I thought of it for many years, and then I signed up with Alcor as a cryo patient, basically. So I signed up, 2 years ago for Alcor, and at the time I would have been 36. And just earlier this year, late last year, I actually signed up Maddie. She is the youngest member of cryonics in our family. So she is 16 and is also part of Alcor, a member of Alcor. It's hard to push anyone to sign up for this. It's a personal decision someone has to come to on their own. I've never pushed that. In fact, a lot of people are very resistant to the idea. They don't want to think about death. They don't want to think about being frozen. Although, considering the alternatives, that's maybe the best outcome you can ever hope for. But I would never push anyone. That's something they have to come to on their own. And I actually was a little surprised when Zach said he was going to do it. And, if you remember, you have various things you can wear. I have a necklace that has my member number and gives the instructions if the doctor pronounces me in grave danger and sees this, they're going to call Alcor, and that sets in motion a whole chain of events to have my body cryopreserved. Alcor basically gives two options: neurosuspension, which is just the head, or full body suspension. So to finance the cost, most people get an insurance policy.
They take out an insurance policy, they pay monthly or annually, and when you die, that policy pays for your neurosuspension or your whole body suspension. I'm whole body right now, but I may switch to just neurosuspension. I think the quality of the preservation is somewhat better if they just do the head. I mean, your goal is really to preserve your brain, your memories, everything, and it's a little simpler, I think, if they just do the head. I am signed up to have my entire body preserved currently, and I have an insurance policy for that, a life insurance policy. However, long term, much like my father, I believe I may switch that over to neurosuspension at some point. Maddie is signed up as well. She is much less expensive than a human. Last I checked, it was just her brain, just her memories, the important part. I think the future is exciting. There are so many things out there that have yet to be discovered, yet to be invented, just yet to be seen. So I think the future is better. It's going to keep on getting better, and I want to be a part of it. А, собственно, почему крионика окружена такой пустыней непонимания, равнодушия, ну и, собственно, неприятия? И ответ на него нетривиален, потому что, ну, кажется, что у крионики мало доказательств, не оживили никаких людей, и, собственно, почему люди должны морозиться. Но на самом деле очень много вещей, которые делали, очень много поведения людей, нету никаких доказательств, но люди верят очень свято. И проблема здесь не в том, что нам нужно еще больше науки, а нам нужно, конечно, больше науки, больше криопротекторов, больше исследований криобиологии, заморозку и восстановление крупных биологических объектов. Все это нужно, но дело не в этом. Дело в том, что крионика, она контркультурна. В том смысле, что есть здание культуры и отношение к смерти в целом в культуре. То есть нужно оплакивать умерших, нужно там хоронить определенным способом и, собственно, смириться. Вот жизнь человека во многом направлена на смирение со смертью, согласие со смертью. А крионика говорит, я со смертью не согласен. Вот человек умер, а я все равно не согласен. И не согласен не в истеричном плане, что вот он там, давайте как-то какой-то обряд, там духи и так далее, а именно в технологическом, что нужно дальше предпринимать огромное количество вещей. И это противоречит и многим произведениям искусства, и какому-то обычаю по отношению к смерти. И вот эта вот контркультурность, ее нужно преодолеть, и преодолеть точно, ну если не таким же массивом, но очень большим культурным вот новой парадигмой, новой культурой, там может метакультурой, новыми традициями, новыми ритуалами, новыми действиями в пользу радикального продления жизни. Потому что крионика, что хорошо, она не одинока, у нее очень много союзников. Это и комбинированная генетическая терапия, это и киборгизация, киборгизация органов, и моделирование деятельности головного мозга, и цифровое бессмертие. Ну, вообще, в целом, весь трансгуманизм, в целом, вся рациональность, она за крионику. И вот создание такой контркультуры, и, наверное, основная задача крионики, чтобы она была продвинута, чтобы миллионы, десятки, сотни миллионов тел были заморожены с целью их восстановления, и развивалась криобиология, у нас были больше и лучше технологии. Сама крионика – это, конечно, технологическая задача, которая, прежде всего, она построена вокруг подбора криопротекторов. Под криопротекторами мы понимаем вещества, которые уменьшают количество разрушений от образования кристаллов льда. Потому что если бы кристаллы льда не образовались, то вообще было бы идеально. Заморозил хоть живого человека, разморозил, он жив пошел. Это нам везде было бы хорошо. И вот первый результат крионики, он будет в сохранении органов. Сейчас везде есть листы ожидания. То есть, когда нужна пересадка органов, если у нас было бы заморозка без повреждений или с такими повреждениями, которые мы могли бы отремонтировать, тогда бы это было бы, ну, то есть это, во-первых, будет такой очень важный прорыв в спасении жизни людей и большое credibility крионики и решение задачи наполовину. То есть, и вот подбор такого рода веществ или технологий, которые помогают заморозить без повреждений, это вот криопротекторы, и подбор комбинаций криопротекторов является такой центральной задачей крионики, а может быть и вообще сохранение жизни, потому что крионика, она, понимаете, в ней очень много бескомпромиссности.
То есть это не разговор, а знаете, давайте продлим здоровый период жизни на 5-6 лет. Это настоящая честная борьба со смертью. To me, the question is, why shouldn't we do something about aging and death itself? You won't completely abolish death, because you won't be immortal because you still have accidents and people can kill you still, but why should we have aging anymore? So I think that lifespan should be a matter of choice. It shouldn't be something imposed on you by an accident of nature. The longer you live, potentially the better you can be. You can improve yourself. If you live longer, not just longer, but also in good health, you can keep learning, you can keep experimenting, having new relationships, new experiences, and doing things for the world too. So I think imagine combining the vigor and health of youth with not just decades, but centuries of experience. I think it'd be a pretty amazing thing. And cryonics, to me, should have millions and millions of people doing it right now. It's kind of crazy that it's taking so long to catch on, but I think there are a number of reasons for that. One is that people actually don't even know that it exists for the most part, and if they do, they have a very poor idea of it. They don't really understand it. They think it's science fiction, or they hear some bad ideas. They think that the cells will explode from ice crystals, which is not what happens. But I think even people who know a bit about it, they might be interested, but they put it off. They keep putting it off because they think, oh, I can do that next year, I'll do it sometime, and then it may become too late. But I think also many people don't want to think about it because it makes you think about death. You have to confront the idea that, yes, you're going to die at some point. You have to do something about it. In addition to that, we have a big disadvantage compared to, say, a religion, because religion will guarantee an afterlife or a paradise. We don't guarantee anything. We're just saying there's a chance that this might work, and you might come back into the future, but we're not guaranteeing anything. And people hate that. They hate the uncertainty. They'd rather have a dishonest guarantee, but of course we don't want to do that. So there's those factors, and then just the fact that it's kind of seen as unusual and maybe odd, and people are afraid what their friends or family will think. Obviously that will go away eventually as it starts to grow. I think there'll be a tipping point where suddenly it does take off quite rapidly, but it is taking far too long. One thing people should understand about cryonics is we're not freezing dead people. The way we look at death is kind of outdated. If you think about, say, go back to 1950, if someone walking around here suddenly stopped breathing, had a heart attack, we would have said, oh, they're dead, and that would be the end of it. Today we don't do that. We go CPR, resuscitation, we bring them back. So what we called dead back then, we don't consider dead today. And our view is the same thing, that when a doctor declares you dead today, what that really means is that given today's technology, they don't know what else they can do to help. And what we're saying is you're not really dead at that point. You're going to be if you don't stop the decay. So given to us, we're going to stabilize the cells, we're going to preserve them at extremely low temperatures and take them into the future, unchanging, where the more advanced technology may have a shot. So that's one point, is really death is not what you think it is. It's not a sudden point that happens. It's a gradual process, and we have to stop the process. Cryonics organizations like Alcor, what we do is we take out as much water from the body as possible to prevent ice crystallization, and we replace it with a cryoprotectant solution, kind of a medical-grade antifreeze. And then as we go down to low temperatures, that fluid just becomes thicker and thicker without any kind of crystal structure and just holds everything in place. So we're actually minimizing the damage. And we can actually look at brain structure under electron microscopes that we've cryopreserved, and we can show that brain structures are intact. The neurons are intact, the connections are intact, and everything we know about the brain suggests that we are preserving everything that makes you who you are. We just have to wait for technology that can reverse the process. That is true, that once you're dead, you stay dead. The question is, how do we know whether you're dead? And of course, society, humanity has developed a practical definition of that, which says basically you're dead when someone with suitable medical credentials says that you're dead. And those credentials, the way that such people are trained, they say that somebody's dead when essentially they are beyond the reach of medicine. They cannot be brought back to a state of being very clearly not dead, but with medicine. And of course that is a shifting definition. So, originally that would be defined in terms of whether your heart was pumping. And that worked fine most of the time, but then quite often there would be cases where people's hearts would stop, especially if they fell into a cold lake, for example, and they would be fished out after a long time, like more than an hour sometimes, and they would come back, and not only would they be alive, they wouldn't have any side effects, any symptoms of having been officially dead. And this became a bit embarrassing, right? That there were so many people walking around perfectly healthy who had been dead,
So they had to change the definition, and that's why they introduced this, these references to brain death and neural activity. Even that's pretty dodgy, because when you cool a brain down, it completely stopped any electrical activity below, I think it's 18 degrees centigrade, so it's really not very cold at all. But anyway, so of course cryonics is the concept of going one step further than simply shifting the definition of death, but rather anticipating future shifts in the definition of death, and anticipating the possibility that medicine of the future may be able to bring someone back to good health from considerably more damaged state than how they were when they were officially declared dead today. If there was more money in the research side of cryonics, there would certainly be, a more well-developed set of, well-published set of plans. But I think everybody understands that what we really need are quite simple blocks, building blocks with which to make a better cryonics. One of which is, let's say, for example, a robust and generally agreed upon method of verifying that vitrification of the brain is good versus bad. Because until you have that and everybody agrees on it, then you can't really move towards improving the protocols by which you conduct vitrification. Should we be doing, A versus B, or how do you time it when the person is clinically dead and you're moving forward, and all the rest of it? You can't really have anything other than theoretical arguments until you have a metric by which you can say, yes, this brain is absolutely 100% as well cryopreserved as we can do. And of course, everybody has good ideas as to how we should proceed on that. It's just the money. You need that to get to the next stage. And similarly, things such as reversible vitrification of organs, making it robust and reliable and taking it out of the nearly done stage it's at in the laboratories and bringing it into companies and getting it out there in the pipeline to be deployed in the organ donation industry, which would be revolutionized if you could just take donor organs and put them on a shelf for an indefinite period of time, rather than the current chaos of we must use this organ within a day or it's gone, which leads to so much waste, and really why the whole thing is enormously expensive. And there's a whole series of other important technological steps that everybody knows need to be taken. We just don't have the funding sufficient to make robust research groups and get them done in a predictable amount of time. So it's one of those, it's always been the case. For 20 years now, or 30 years, it's been the case that given the money, it would move forward in a very measured, steady, predictable way, but we need the money. And now hopefully in this era of cryptocurrency and immense QE and money everywhere, that might start to happen as we get wealthy people who are interested in not just living longer, but also in the plan A of what happens when you don't manage to live longer. Need to get that done too. So I think everything to do with cryobiology is a strong foundation. Obviously, the current research community and industry has a very strong control over temperature and tissue and can do a great deal that they couldn't do, let's say 30 years ago, in terms of cryopreserving tissues and small creatures, lower animals like nematodes, and actually bringing them back and working with them. And obviously we know a lot more about the biochemistry, and that has all gone into the industries that depend on tissue banking and cell banking. And they're tremendously further along than they were. And it's really an evolutionary leap from there to how do you work with fully formed tissues and larger tissues, and how do you make them function again once they've been vitrified and thawed? And technology demonstrations have been conducted on small organs for mammals, and it works to a degree that shows we can make it work for human organs. But a lot of what's out there in science and industry is really proof of principle. There's everything indicates that there is nothing stopping us other than just some work from making reversible vitrification work for large tissue masses and then eventually whole organisms. It's just work. It's just money. Крионика не план Б, это план А. Потому что мы должны первое, что делать, даже если мы не рассчитываем умереть сегодня, завтра, в этом году, в ближайшем десятилетии, столетии, все равно у нас должен быть криоконтракт, как подпись под тем, что мы бросаем вызов смерти.
Потому что у нас есть свои планы на жизнь. And I think growing body parts is going to be relatively easy. You can imagine, for instance, creating a clone, which you can probably do today. We can do it with many animals. Just produce a clone with no brain and then transplant it. I don't think that's something we'll do it, but you can imagine that easily enough. So to me, I think the technology to undo all the damage, stop the aging process and so on, is going to happen well after we can actually regenerate the body. So what's the point taking down a broken old body? I tried to take care of mine, but by the time I'm 90 or so, it's not going to be in good shape. The whole thing's going to have to be regenerated anyway. And in the meantime, also, there's some advantage to being just neuro. In other states, if we have to take you from, say, Florida or California, we can move a brain without any problems. No paperwork is needed. There's no special permit. It's an organ donation, tissue donation. But if it's a whole body patient, there's a legal requirement to get a transit permit from the health department. Now, of course, they don't open on weekends, so let's say you're declared legally dead on late Friday afternoon. Maybe we'll have to wait till Monday to get you out. That's not good. You're going to be sitting on water ice for 3 days. Now, it's not quite as bad these days because finally catching up to the 21st century, and they have online registration systems where you can maybe get the permit online at the weekend, so it's getting better. But with a neuro patient, there's no issue there. Now, one option for a whole body patient is we just do a separation, we get the brain here as quickly as possible and bring the rest of the body later. Because all we have to do then is connect the two. If you can't do that, none of this stuff is going to work. It's going to be easy by comparison. So the patient you saw in the ice bath, basically we're going to bring them through the back door here. We'll put them on the special operating table, which Steve Kraber kind of explained. You can hook into here, you can lift out the inside part. So once we've finished here, we can just pull it out and move it into the patient care bay to cool down. But basically, we'll put the patient on this table. Let's say it's a whole body patient. We'll call in one of our contract surgeons. We don't have any full-time surgeons because there's not enough cases right now. And they'll come in, they'll basically do a median sternotomy. We'll open up the chest, access the major blood vessels of the heart. They're going to cannulate those and connect them to our pump and chiller system here. And what we're going to do is we're going to circulate that in a closed circuit, gradually removing as much blood and intracellular fluid as possible, because we don't want ice forming, obviously. And so over a period of 4 to 6 hours, we're going to gradually increase the concentration of our cryoprotectant solution, our medical grade antifreeze. Now we have to do that gradually because if you just throw it in at high concentration, it's quite chemically toxic. So it has to be under control. That's all run by the computer. And it does take a number of hours to complete that process. And once we've done that, we can actually put like a plastic cover over this and start injecting liquid nitrogen vapor into here to begin the cool down process, which will then continue in the patient care bay. Now, if it's a neuro patient, we usually start here as well and do a separation a few vertebrae down, and then take the patient's cephalon, which will be used for the brain across the skull. Not that we want the skull particularly, but it's a useful protective box, right? Because the brain is vulnerable on its own. It's quite hard to remove from the skull. So we'll take the cephalon, we'll put it upside down in the neuro ring over there, and instead of going through the heart, we're going to use the carotid vessels here. But otherwise, it's basically the same process. We're going to keep circulating for a number of hours until the brain is fully cryoprotected, and hopefully no ice crystals will form as we cool. So basically, at the end of this procedure, we're going from about +3 degrees Celsius to -3. And then once we've fully cryoprotected the patient, we can plunge that temperature down very rapidly, initially to about -90 degrees C, and then more slowly down to -196 C or -320 Fahrenheit. And for Europeans, you like the Celsius. So. So you can see these dewars, as we call them, named after Sir James Dewar, a Scottish fellow who invented these vacuum cylinders. If you ever used a thermos flask to keep your coffee hot or drink cold, these are basically very large, very expensive thermos flasks, like $30,000 worth. These are unique to us. We have these specially made. In each one of these Bigfoot dewars, which are the ones we have been using until recently, we can get 4 whole body patients basically around the outside, and then in the center column, like this one, we can get 5 neuro patients. And here you can see the containers that neuro patients are secured in. So whole body patients are in more, well, this one's divided up for neuro patients, but that's the size of a whole body pod. Basically, we can wrap you in the sleeping bag, secure you inside this pod for mechanical protection from any damage from outside. Then we'll use the winch to lift you up and put you down into one of the dewars where you can spend time with your three new best friends for the next 3 decades. They're very quiet neighbors, fortunately. Now these, again, common misconception, people say, what happens if the power goes out, like we haven't thought about over the past few decades? The answer is nothing happens to the patients because it doesn't use any power. Obviously we need power for the lights and for our air conditioning, for our comfort, for the automatic fill systems,
But to maintain temperature, all we need to do is replenish liquid nitrogen, which we do once a week. The truck pulls up at the back, it fills the big bulk tank at the end that you can see that we use for cool downs, and we top everyone up. We don't need to do it weekly, that's just being conservative. We can actually go back 5 months before it gets low. And because the aluminum is such a good temperature conductor, even with a small pool at the bottom, it stays super cold at the top. But we do it again every week just to be very conservative. Now, so it's a very stable system. These things last for decades. We do monitor them in case the vacuum starts going bad. We actually took one out of service for that reason ahead of time. But it's a pretty stable system. They just we monitor them, make sure nothing's going wrong. They have alarm systems and so on. But no power is needed. So that's one of the two common myths, right? That people think they know about cryonics is wrong. Is that if screwed if power goes out. The other one is that Walt Disney was frozen, which is actually not the case, unfortunately. He wasn't? He wasn't, no. It was a mixture of, I think, a confusion of stories at the time. I think there was a cryonic story and Walt Disney died, and people kind of fairly naturally mixed the two up because he built Tomorrowland and Future World, and you think, that makes sense, but no, he wasn't, unfortunately. He was buried at Forest Lawn Cemetery in Los Angeles. Now, down at the end, you can see the Superdure, there's also one on the left that Steve was describing in his talk. That's basically designed, instead of having the legs sticking out, they're full underneath. So it basically takes up the same floor space as one of these, but instead of 4 whole body patients, we can get maybe 11 whole body patients in the same floor space. Now, you think about paying for floor space over the decades, it really adds up over time. So that's really helped us to reduce the storage costs over the long term. Are these separated inside the thing, the bodies? In the Superdure, it's a little different. They're not in the same pods here. They kind of have this backboard system that separates them, but it also is more flexible, so we can get people of different sizes and mix them up. Whereas this is kind of a fixed size. We do have a bigger pod that contains all this really big, but it doesn't pack very efficiently. So the Superdure is a lot better for that purpose. Наша ближайшая цель – сделать так, чтобы в обществе крионика это было нечто нормальное. И, возможно, здесь простой ответ, как это сделать. Это много раз повторить. Это нормально, это борьба за жизнь, это стремление к мечте, это развитие технологий, это абсолютная приоритизация ценности человеческой жизни. И это нормально. Быть живым – это нормально. Быть мертвым – ненормально. Давайте максимально сделаем, чтобы действовать в наших интересах. То есть оставаться в живых. И прежде всего, крионика как локомотив, как идея борьбы со смертью во что бы то ни стало. Если идея продления жизни не победит, а будет какой-то, такой котел всяких интересов, то цивилизация погибает. Потому что если мы не обращаем на жизнь, на проблемы, на экзистенциальные проблемы, проблемы существования, то мы что-то не делаем. Допустим, мы не думаем о том, что метан может выйти под вечной мерзлоты. Уже сейчас в Якутии горят озера, можно поджечь озеро, оно загорелось. Это метан. Если оно выйдет миллионы, триллионы тонн в атмосферу, я не знаю точно, но много. Так что дышать будет нельзя ничему живому, кроме метанотрофных бактерий. И все закончилось. Это произойдет, если мы не будем ставить жизнь человека во главу угла. Мы просто не будем решать какие-то задачи. Мы не будем решать задачи разоружения. Сумасшедший человек нажмет кнопку, и человечество не стало в результате ядерной зимы. Это тоже потому, что идея продления жизни непобедима, в том числе и в голове этого человека. То есть разоружение, борьба с потеплением, борьба с табакокурением, борьба за правила, за дорожную безопасность, за качественное медицинское обслуживание, за диагностику старения, за профилактическую медицину. Это все одно и то же, это все борьба за человека. Но это нужно сказать. Не просто как-то, это полезно, сказать, вот это у нас главное, это цель науки, цель образования, оставить людей в живых. И если эта идея перевесит все остальные идеи вместе взятые, именно со всеми идеями мы конкурируем, тогда человечество выживет. Нет, хана. То есть просто из-за того, что прогресс развивается, научно-технически, а он этически нейтрален. То есть это, атом может быть мирный, может уничтожать. Мы можем одни и те же технологии использовать для продления жизни, создания комбинированной терапии старения, а кто-то может создавать боевые вирусы, их запускать бесконечное количество, запускать, и вот человечества нет. Поэтому должны победить идеи,
а технологии уже будут их реализовывать. Я бы не хотел, чтобы меня поняли, что я думаю, что вот корпорации специально там хотят, чтобы людям было плохо. У них это получается не специально. У них есть бизнес-план, они реализовывают. А побочный эффект у людей, которые табак продают, они же не то, чтобы за то, чтобы люди умирали. Они должны, наоборот, чтобы они больше там, курили и жили. Но деньги важнее. Проблема в том, что вот именно в ценностях. То есть корпорация реализует ценности денег, ценность прибыли. А ценность жизни – это другая. Ее пытаются совместить. Фармкомпании изобретают фармпрепараты, лекарства. И вроде бы деньги зарабатывают, и людям хорошо. Это неплохо. Но для продления жизни нужно биться за жизнь без обедняков. Идти к поставленной цели. Потому что если у тебя цель деньги, ты идешь к деньгам. Если у тебя цель продления жизни, ты идешь к продлению жизни. И не факт, что у тебя это получится совмещать. Быстрее всего, что не получится, если обе цели очень сложные. То есть задача продления жизни, достижения неограниченного срока жизни, она фантастически сложная. Самая сложная в истории цивилизации. И ты должен этого хотеть больше, чем хотеть денег. Вот тогда гуманизм победит. Когда хотим мы денег, мы получаем деньги и умираем. Получаем то, что хотели. А нужно сказать себе, вот я хочу жить, и я хочу найти таких же людей. И маркером, что люди такие же, это крионика. Потому что человек готов биться со смертью до конца. Ну и даже после конца все равно продолжать биться. В этом гуманистический смысл крионики, что она такая вот очень яркая. Можно сказать, что крионике необходимо такое игровое поле. Я бы даже сказал, криобиологии, где мы можем сформировать эксперимент, сначала выдвинув гипотезу, и в частности подбирая комбинацию криопротекторов, чтобы сохранить крупные биологические объекты. И нам нужно соревнование различных команд, которые бы наиболее удачным способом сохраняли бы часть ткани, а потом и органы. Кто больше заморозит клеток единовременно взаимодействующих нейральной ткани, тот и больше молодец. И вот такое соревнование, оно должно происходить, оно должно быть популяризировано, и тогда и сама крионика, она будет иметь больше, если не больше доказательств, то больше ожиданий успеха. То есть глобальное ожидание, что нам надо расположить определенным образом молекулу в пространстве, чтобы возникла личность человека, была восстановлена. Но пока у нас нет таких манипулятивных средств манипуляции молекулами, нанороботов, нанофабрик, чтобы мы по молекуле собрали человека. У нас есть клетки, и мы на них можем как-то воздействовать, в том числе и холодом. И надо исходить из того, что можем. Но такая глобальная надежда есть на супертехнологии, а существующими технологиями нужно создавать виварии, животных и части органов морозить, размораживать, подсаживать заново, восстанавливать стволовыми клетками. И вот таким образом наша криобиология, она сможет рассеять пустыню непонимания, неприятия крионики и предъявить доказательства обществу, что это нормально. Это первое. А второе, что нужно делать, это более настойчиво выражать свою этическую позицию. Даже позиция, что крионироваться и не крионироваться – это равнозначное поведение, она неверна. Все-таки крионироваться – это поведение рационального человека, а не крионироваться – это отказываться себе на шанс на жизнь и окружающим. Потому что ты как бы говоришь, это все равно, что я умру. Ты говоришь что, исходишь из того, что в смерти есть что-то позитивное, а в ней ничего хорошего нет. А крионика – это такой передовой отряд трансгуманизма, который противостоит смерти. Потому что технология существует. Мы можем заморозить человека. Естественно, разморозить мы не можем, но, по крайней мере, мы достаточно долгий срок хранить, 1000 лет, 10 тысяч лет. Теоретически мы в состоянии. И потому что это действующая технология, она является самой передовой для трансгуманизма, даже более передовой, чем набор каких-то биологически активных добавок, лекарств, которые потенциальных гейропротекторов, потому что они все потенциальные, и жизнь гарантированно не продлевает. Хотя, еще раз подчеркну, это действие в одной области, что подбор комбинаций гейропротекторов, что подбор комбинаций криопротекторов, что подбор комбинаций радиопротекторов. Это
попытаться нивелировать действие ионизирующей радиации. Все это направлено на сохранение жизни человека. Остальное такое вот поле непонимания, возражений, которые самим людям не нужны. Вот мы ехали сегодня в машине, Дима, оператор, говорит, ну вот, а как же биться за жизнь, а наши развлечения, прыгать там с парашютом. Мы потратим все время, деньги на продление жизни, ну, попытки продления. Возможно, бессмысленные попытки, безуспешное продление жизни, и не сможем выпить там несколько цистерн виски, там, вступить в множество сексуальных контактов, съесть там, не знаю, огромное количество там животных. Ну, больше 5 пирожков в рот не возьмешь за раз. То есть и количество удовольствий-то они, может быть, бесконечно, может быть, наркоманом удовольствий, но это просто потеря собственной жизни. Мы не знаем, сможем ли мы победить смерть или продлить жизнь человека на 1000 лет. Но мы знаем одно, что мы, как цивилизация, сделали в этой области там, меньше 0,1% из того, что возможно. И вот это вот 99,9% действий, оно требует немедленного решения, работы. И вот как вдолбить актуальные задачи продления жизни, в том числе и крионики, это вот такой сложный вопрос трансгуманизма. Очень сложный. Потому что трансгуманисты всего мира, в том числе и мы, предприняли огромное количество попыток, конференций, книг, экспериментов. Ну, вот нет такой идеи, которая не была бы за последние там, лет 20, не была бы попытка ее реализовать в продвижении идеи борьбы за жизнь. Ну, ситуация меняется, но не так сильно, как нам хотелось бы. Не так сильно мы улучшаем пустыню недопонимания, которая ведет к бессмертию. Но то в любом деле важно не останавливаться. На самом деле хорошего результата можно добиться за 20 лет работы. Но если не добиваешься за 20 лет работы, то добиваешься за 40. И мы будем продолжать, конечно. Камеру ходим. Конечно, вот любая область деятельности, особенно гуманитарная, хочет, чтобы к ней пришел Илон Маск и все сделал от начала до конца. И крионик это хочет. Конечно, хорошо пришел бы какой-то суперчеловек, супергений. Но нет у нас такого. Давайте мы коллективно станем. Если спросить, от кого зависит крионика? От вас зависит, от тебя. Если вы до этого момента досмотрели фильм, вы уже много что знаете. Пора заниматься крионикой, а других-то людей нет. То есть никто за нас нашу жизнь нам не подарит, только объединившись.